Город Вроцлав – это игра престолов Центральной Европы. Вот настолько богатая и запутанная история данного города. Мы очень много слышали о том, что Вроцлав очень красивый город, и когда мы переехали, мы вот уткнулись вот в это. Очень много мест каких-то потрепанных, уставших, ободранных. Город, который капитулировал только после взятия Берлина. Город-донор органов для Варшавы. Город, потерявший 100% своего населения и заселенный совершенно чужими людьми. Европа? Или что это? Посмотрите. Хотя красоту, безусловно, мы тоже увидели. Обладает каким-то притяжением, да, и шармом. Город, который умер, чтобы из пепла и руин возродиться и стать культурной столицей Европы. Мы переезжали во Вроцлав из Варшавы вообще без каких-либо ожиданий, и сперва он мне не зашел. Ну или я его не понял, правильнее будет выразиться. Город, имеющий более 50 вариантов названия. Сейчас я привыкаю, всматриваюсь и вот начинаю понимать, что для меня это город контрастов. Но сегодня мы все называем его Вроцлав. Вот то, что можете видеть прямо на фоне меня. Такое по всему городу. И сходу его так с наскоку не понять. Надо разбираться. И разобраться действительно стоит, друзья. И есть с чем. Вроцлав – столица Нижнесилезского воеводства Польши. Однако город не всегда был польским. За всю свою историю он принадлежал Пиастам, это польская династия королей, Чешскому королевству, Габсбургам, это такая очень стрёмная династия из Австрии, Пруссии и Германии. Герб города – чешский лев, силезский орел, литера «В» – это первая буква исторического названия города – Вратиславия по латыни. Голова Иоанна Крестителя и голова Иоанна Богослова в центре. Однако герб часто становился жертвой идеологии и менялся множество раз. Нацисты сделали себе вот такой ребрендинг, потом пришли коммунисты и сделали себе вот такой. И только после падения коммунизма в 1990 году городской совет Вроцлава торжественно вернул герб образца 1530 года. И это словно символ того, как город помирился со своей историей. Перед тем, как мы переезжали из Варшавы во Вроцлав, что нам говорили наши знакомые, приятели, подписчики. Это было забавно наблюдать, что все мнения поделились ровно вот 50 на 50. Половина из них было: вау, Вроцлав, любовь, красота, супер город. А половина просто говорили, что это супер отстойное место, грязный, неряшливый, супер странный. И это так забавно, что вот 50-50. И да, центр города, конечно, поистине красив. Для меня это пока самый красивый старый город из всех городов Польши, которые я видел. Хотя все остальные тоже не хуже, просто в этом ощущается такая какая-то рельефная, объемная историческая жизнь. Обалдеть, как будто по специально сделанным декорациям гуляешь. Вообще круто. Я говорю, как-то так забавно, что я поначалу не понял Вроцлав, а сейчас мне так заходит. Очень классно. Вот смотришь на первый взгляд, вообще ничем не отличается от какого-нибудь Рима. Да? Обалдеть. Обычно старый город для туристов, но на самом деле в Варшаве так и было. Здесь в центре достаточно много видно людей местных, просто жителей Вроцлава, очень много молодежи. Им не зашквар, не кринж там тусоваться, и оно понятно. Там много прикольных мест, и сама Старувка классная, и много мест на набережной. Обладает каким-то притяжением, да, и шармом. Не так, что в Варшаве ты придешь, и у тебя только «Guten Tag, wie geht's?» и так далее, да, там только иностранцы, немцы, чехи. Вот это здорово, и мы стали почаще выезжать тоже в город. Трагедия Второй мировой. Бреслау. Так называли этот город немцы. Был одним из крупнейших городов Рейха.
именно через город Бреслау Германия атаковала в Польшу в 1939 году, что означало начало Второй мировой войны. А уже в 1944 году Гитлер объявил его крепостью. Aus der Festung Breslau, die Hauptstadt des Gaues Schlesien, bildet einen der Eckpfeiler gegen den bolschewistischen Ansturm. Это означало, что город надлежало держать любой ценой до последней капли крови. Отсюда и следующий факт. Осада Бреслау длилась дольше, чем осада Берлина. И город капитулировал только 6 мая 1945 года, всего за 2 дня до конца войны в Европе. Вроцлав во время осады из-за неграмотного использования укреплений был уничтожен на 80%. Южные и западные районы города были практически полностью разрушены. Грюнвальдская площадь. Сейчас это транспортный узел и студенческий центр. Но в 1945 году немцы снесли целый элитный район, церкви, виллы, библиотеки, чтобы построить аэродром прямо в центре города для эвакуации гауляйтера. Как результат, красивейший район был уничтожен и стерт с лица земли. И в итоге после войны 70% города лежало в руинах. Вроцлавская Венеция. Вроцлав стоит не на реке, он стоит в реке. Одра здесь ветвится как коса, создавая сложнейшую гидросистему. Если смотреть на карту, центр города – это архипелаг. Вроцлав постоянно спорит с Гамбургом, Амстердамом и Санкт-Петербургом за звание Венеции Севера. До Второй мировой войны мостов было более 300. Сейчас осталось около 130 штук. Островов в городе аж 12, и это центр города, а не окраина. Фоса Мейска, Зеленое кольцо. Это средневековый памятник, который сохранили до сегодняшнего дня. Широкий канал с водой, опоясывающий старый город, вдоль которого идет парк. Вроцлавский водный узел – это шедевр немецкой инженерии. Немцы столетиями превращали дикую реку в машину. Шлюзы, плотины, каналы перелива – все это работает до сих пор. Гидроэлектростанция на Одре – это красивое кирпичное здание прямо на реке, которые выглядят как дворцы, а не заводы. А также музей воды, в котором будет интересно и детям, и взрослым. Вроцлав – это один из последних городов Европы, где работает настоящий фонарщик. Каждый вечер он ходит в черном плаще и цилиндре и вручную зажигает 103 газовых фонаря. Это выглядит волшебно и необычно, как сцена из Гарри Поттера. После войны Сталин отдал Вроцлав Польше. И тут развернулась большая драма сразу нескольких народов и социологический феномен. Вроцлав – это город, куда переехал Львов. В 1945 году границы сдвинулись. Немецкое население Бреслау было депортировано на запад, а пустые немецкие дома заселили поляками, которых выгнали из Львова, который стал частью СССР Украины. Первые годы после войны Вроцлав называли Диким Западом. Здесь не действовали законы. Город грабили все. Отступающие немцы, пришедшая Красная Армия, которая вывозила заводы целиком, и так называемые шабровницы. Это мародеры, которые съезжались со всей Польши за добром. Первые трамваи в 1945 году ездили с вооруженной охраной, потому что в неосвещаемых районах на вагоны просто нападали бандиты. В городе ходили слухи, что немцы скоро вернутся, поэтому никто не хотел вкладываться в ремонт квартир. Люди жили на чемоданах годами, не распаковывая вещи в домах с выбитыми стеклами.
Город восстанавливали не как немецкий Бреслау, а как польский Вроцлав. Один из самых печальных фактов истории Вроцлава – это то, что город стал донором органов для Варшавы, столицы Польши. После войны Варшава была уничтожена, и столицу нужно было восстанавливать любой ценой. Вроцлав, который тогда считали возвращенными землями с неясным будущим, стал ресурсной базой. Из Вроцлава в Варшаву ежедневно уходили эшелоны с целыми кирпичами. Существовал официальный план по поставке кирпича. Часто разбирали не только руины, но и целое здание, которое можно было отремонтировать. Вроцлав буквально отдал часть своего тела, чтобы возродить Варшаву. И если вы сегодня прогуливаетесь по Старувке в Варшаве, то с большой вероятностью вы смотрите на кирпичи из Вроцлава и Щецина. 45 лет под влиянием Советского Союза, конечно, никак не могли не оставить своих следов по всей Польше, и Вроцлав не исключение. Площадь Новый Тарг, шрам города. До войны это был густонаселенный старинный рыночный квартал. Он был разрушен, но вместо восстановления старых домов там построили серые панельные блоки, как в спальных районах по всему СССР, но прямо в 5 минутах от ратуши. Тут по центру идем, вот таких зданий очень много, под влиянием Советов строилось. В 50-е, 60-е годы коммунистические власти хотели поселить рабочий класс прямо в центре города, чтобы разбавить буржуазную атмосферу. Это наглядный пример того, как модернизм ворвался в средневековую структуру. Часто встречаются вот такие дома, не прям в самом центре, по городу много таких вот домов. Так как мы родом из Беларуси, то подобный сеттинг и налет коммунистического прошлого вызывает у нас сильные ностальгические чувства, что иногда даже иногда ощущаешь, как будто бы дома, что-то родное. Ностальгия, чувство ностальгии у меня вызывают некоторые места во Вроцлаве. Я даже в Варшаве меньше такого встречала. О, вот это что это? Европа? Или что это? Посмотрите. Вот забавные просто такие пятачки. Очень мне напоминают мое прошлое. Но не знаю, меня на самом деле... Кто-то может сказать, что какой-то негатив вызывает. У меня какое-то реально ностальгические ощущения, когда я смотрю на такие штуки. В Минске очень много такого было, эти переходы, все. Но нельзя назвать это какой-то красотой или, что, ой, как классно. Правда такая некая ностальгия. Почему нет? Вроцлав не просто подчинили, его перепридумали. Строители 50-х и 60-х годов взяли немецкий скелет, натянули на него польский исторический миф, добавили много советского бетона, а потом жители Львова вдохнули в это душу. Получившийся гибрид и есть современный Вроцлав. Однако здания в стиле прусского барокко и немецкой готики дают стойкое ощущение, что ты где-то в старой Европе, где-то там очень далеко. Восстановление собора Иоанна Крестителя длилось десятилетиями. Почти 45 лет он стоял как обрубок, а его знаменитые шпили на башнях, которые мы видим сейчас, установили только в 1991 году. И это символ того, что восстановление Вроцлава закончилось совсем недавно. Ладно, архитектура дело одно, а вот что насчет опрятности, аккуратности, чистоты и косметики? С этим тут действительно такое ощущение, что есть вопросы. Современный вид города Вроцлав вызывает порой смешанные чувства. Вот то, что можете видеть прямо на фоне меня, такое по всему городу. Очень много мест каких-то потрепанных, уставших, ободранных. Очень странное ощущение. Вот интересно, почему много таких зданий?
Они какие-то, видно, исторические, очень красивые, но их как-то не реставрируют. Почему? Вот это мне интересно. Ну, в смысле, без сарказма, просто реально интересуюсь. Очень яркий пример. Смотрите, какая красота, но в таком вот запущенном виде. Это по какой причине? Напишите в комментариях. Вот, очень много такой архитектуры безумно красивой, но и в то же время рядышком очень много архитектуры невероятно уставшей, которые, не знаю, никакой ТО, ни обновления, ничего не делают уже, наверное, десятилетиями. Ну, это такое себе ощущение, конечно. Немножко меланхолию вызывают такие здания. Ремонт дорог — это, конечно, вообще капец. Целую дорогу едешь и в тралике и рассматриваешь, как вся дорога раздолбана. На машине едешь просто полчаса вот по части дороги, а вторая строится. И ремонтов очень много, перекопов огромное количество просто. Это, это банально некомфортно. И тоже интересно было бы узнать, почему так происходит, что в один момент начали копать весь город. Не делаю никаких выводов, личных не оцениваю, потому что я вот не шарю. Вот поэтому спрашиваю, ребят, порядок, кто наводит в городе? Городские власти, да? Поэтому интересно, почему такая ситуация. Может быть, нет никакой ситуации, мне кажется, поэтому просто интересуюсь. Расскажите, кто долго живет, кто шарит за Вроцлав. Я слышал, тут проблемы с мэром какие-то. И сейчас я видел пост, что на него заводят какие-то уголовные дела. И когда мы сюда собирались переезжать, мне, кстати, вот подписчики, спасибо большое еще раз за советы, за все, то, что вы пишете в нашем телеграм-канале. Зовем всех в наш телеграм-канал, мы там много полезной информации по Польше постим от себя через личный опыт, делимся своим личным опытом касательно всего, аренды, там наши друзья-риэлторы, классные контакты, скидки на многие плюшки, автомобильные страховки, стоматологии, все для быта, детские сады, автосервис вот во Вроцлаве, где живем, вот ознакомимся, общаемся, пробуем и рекомендуем. И нам тоже взамен рекомендуют много всего. Так вот, подписчики говорили, что во Вроцлаве здесь какое-то управление городом страдает, здесь какой-то странный мэр, или не странный, не знаю, в общем, напишите, расскажите, а? Интересно послушать будет, что расскажете, потому что мы немножечко так особняком живем в своем мирке, мало вылазим куда-то, выезжаем, ну и много читать новостей я не очень люблю, поэтому мне интересно прямо с первых уст узнать, что да как. Рассказывайте и приходите в нашу телегу. Вот тут видно уже начинает что-то делать, это приятно, в центре. Вот при всех недостатках Вроцлава, которые только что перечислял, положа руку на сердце, вот могу честно сказать про свое личное впечатление, ощущение, что каждый раз, когда вот выезжаем в центр, я ловлю эффект вау, потому что, возвращаясь вот к красоте города, он реально очень атмосферный, очень красивый. Варшава тоже красивая, конечно, там, безусловно, то, как восстановили все города после войны, вообще там восторг и восхищение, преклонение перед людьми, которые это делали, огромный труд. Ну вот во Вроцлаве есть какая-то вот эта рельефность, какая-то объемность, не знаю, я не знаю, как это передать, но вот такие вот у меня ощущения. Многие высказывали свое мнение в комментариях про Вроцлав и говорили, что это такой какой-то очень маленький город, как село, все друг друга знают. А вот Варшава, это прям Варшава. Опять же, я вот всегда говорю, всегда подчеркиваю, что у каждого человека есть мнение свое, это нормально. Вот, допустим, мне лично вот про Варшаву много у нас видео, много чего сказано, и свои впечатления. Мы ее любили, любим, классно все, но во Вроцлаве мне сейчас намного комфортнее. Как раз таки из-за вот этого такого более мелкого размера, более какой-то камерности, что ли, уютности. И при этом тут все есть. Музеи, развлечения, классные заведения, очень современные, стильные, крутые тоже и молодежные движухи, и не молодежные движухи, концерты. Конечно, все не так, как в Варшаве, но все есть.
Всего хватает, при желании можешь найти, и вообще нет проблем никаких. Инфраструктура, все абсолютно есть. Школ немеренное количество, плюс государственных, англоязычных, в общем, на любой вкус, по разным системам. В наших предыдущих видео мы уже не раз рассказывали, что мы без труда нашли прекрасный детский садик по системе Монтессори для наших девочек под Вроцлавом. Это пригород Вроцлава, хотя на самом деле, если смотреть на карте, то это практически в городе. Садик называется Пестка, прекрасный детский сад, классные воспитатели, мы очень довольны, дети очень довольны, так что вообще с этим никаких проблем нет. Один из главных моментов новейшей истории Вроцлава, что в 2016 году его признали культурной столицей Европы. Это из-за того, что здесь огромное количество фестивалей, культурной жизни и благодаря богатой истории, о которой мы только что с вами поговорили. Вроцлав очень зеленый город, большая территория города вообще усеяна парками, и мы всю осень гуляли по этим паркам, вообще просто невероятная красота была. Вот нам еще повезло, сейчас в начале зимы выпал снег, мы увидели наконец-то за 6 лет нашей жизни, дети первый раз в жизни видели снег, это тоже как-то символически в каком-то смысле для нашей семьи. И, кстати, Вроцлав занял первое место в опросе среди городов в Польше, куда люди хотят переехать жить на постоянной основе. И когда такой читаешь, ты думаешь, блин, а мы уже переехали, классно. Значит, угадали. Молодцы. Природа, вот, то, чего в Варшаве нам не хватало, просто час проедешь, и ты в лесу, в горах, какие-то тут невероятное количество замков, это был тоже для нас шок. Ну и, конечно, главный плюс Нижней Силезии — это невероятная природа, горы и колоссальное количество исторических объектов, раскиданных по всей Силезии. Ездить, не переездить, путешествовать, не перепутешествовать. Просто потрясающе. Горы, трекинг — это просто сказка. Мы уже меньше чем за полгода уже все, что вблизи, стараемся объехать как можно больше. Про это будут отдельные выпуски. И буду делать подборки самых классных, лучших мест, замков, гор, восхождений, там, трекингов. Блин, это вообще здесь вот отдельный жирный плюс. Итак, я планировал сделать простое видео мнение о городе Вроцлав, а получилась такая историческая сводка. Я проделал большую работу, поэтому если вы поддержите, поставите лайк, напишите комментарий, это будет большая-большая поддержка с вашей стороны для нас, для нашего канала, и я буду знать, что не зря проделал такую работу. На нашем канале огромное количество классных видео, и уже есть с такими историческими сводками про экономический путь Польши, про Лебу, курорт такой в Польше очень прикольный. Подписывайтесь, смотрите другие видео, увидимся в новых. Пока-пока.